Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро и неожиданно придут в вашу жизнь. Давайте узнаем, что же спешит на ваш порог, чего вы, возможно, пока не видите, пока не знаете, но тем не менее это произойдет или окажет влияние на вашу жизнь. И я могу предположить, что те процессы, которые были запущены не нами, или то, что действительно мы пока не видим как конечный продукт, готовый результат, но уже где-то как тенденции к изменениям они происходят. Нам будет объявлено, вот я такое что-то на ноябрь вполне предполагаю. Давайте узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Давайте с вами узнаем. Три знака судьбы. Потоковая информация. Не задаем вопросов. Чего вы пока не видите, не знаете. Может быть, и не думаете об этом. А тем не менее, это будет оказывать влияние на вашу жизнь. Или какие сферы жизни, в какие двери, может быть, доведется войти. Ну, куда-то мы и сами не пойдем. Но, тем не менее, в каких сферах вам доведется принимать важные решения. Итак, три карты. Первый знак судьбы на ноябрь. Что спешит в вашу жизнь? Пусть нам карты раскроют. Уже совсем скоро. Это будет ноябрь, буквально на пороге. И продолжим наш расклад. И я пока достану только 6 карт, мои дорогие. Я решила видоизменить наш прогноз. О, пентакли, пятерка. Вопросы дома и вопросы финансов вполне вероятно будут нам раскрывать, может быть, какую-то композицию вашего отношения. Ну или где-то реально у кого-то есть вопрос, который касается и жилья, и одновременно финансов, взаимодействия. Ну, у кого-то банальный ремонт, а у кого-то по глобальный переезд, смена места жительства. Так вот, я бы хотела на этой колоде, тоже не задавая вопросов, потоковая информация, чего вы не знаете, а это случится. Чего вы пока не видите, но все же это произойдет. Одним словом, к чему быть готовым? Позволим картам сказать нам что-то очень важное, что нужно услышать и принять во внимание. Достанем просто 6 карт и узнаем, каким образом это может проиграться в вашей жизни. Но на этом не заканчивается, просто места на столе недостаточно, мои дорогие. Следующий вопрос: к чему это все идет, как это обернется, зачем это все нужно, да, или что прояснится, может быть, и так. И мы с вами приступаем. Первая карта — рыцарь кубков. Ну, на ноябрь вам обещают уже хорошее настроение, но будь Овен готов к неожиданностям. Но я думаю, Овна этим точно не напугать. Больше, конечно, рыцарь кубков говорит, что будут какие-то приятности, может быть, приятная информация. Но вот этот ледяной душ в виде водопада, прежде чем наш отважный рыцарь попадет вот в той грот, дверей закрытых нет. Но как будто через холодный душ к возможностям пройти придется. Хотя, кто знает, может быть, это вас только подзадорит. В целом, я вижу, есть возможность, допустим, если для кого это важно, примириться, да, если были недоразумения в личной жизни, в отношениях, потому что, конечно, карта на этот момент очень положительная. Может быть, это в целом вопросы семьи, дома, ваших детей, взрослых детей, или, в принципе, то, что касается вашего жилья и семьи, или каких-то планов на будущее. Но хорошее настроение, вдохновение идет по этой карте. Знаете, пусть не в этой колоде, есть еще такой момент, можно для тех, по крайней мере, кто занимается творчеством, или у вас свое личное дело, бизнес, который именно связан с людьми. Много общения. Или вы, может быть, что-то продаете, например, да? И так или иначе вы контактируете с людьми. Может быть, вы пытаетесь создать, ну, может быть, интернет-магазин. То есть вот я сейчас объясню, для чего я это говорю. Когда эта карта есть у нас, колода Таро иллюминатов, так вот там рыцарь кубков — это как искатель Грааля. Имеется в виду что-то духовное.
Вот вам что будет помогать? Это тоже как знак судьбы. Когда вы хотите, мои дорогие овны, обустроить какое-то дело, будь это личное, творчество или хобби, которое вы хотите монетизировать, или вы хотите что-то сделать материальное, да, мы от этого отталкиваемся, а у нас вроде бы тут про чувства или про эмпатию или про какие-то духовные ценности говорят. Так вот, карта тогда дает как знак судьбы совет. Подавай, Овен, свой проект или свою задумку не просто потому, что ты этого хочешь, или доказывать, что это целесообразно, рационально там и так далее, да, по перечню. Нет, подавайте свой проект, подавайте, может быть, себя, что это полезно людям, то, что вы делаете, полезно людям. То, что вы предлагаете, это полезно и делу, и людям, понимаете? Вот немножко с другим подходом. И это как знак судьбы. Вам больше будет удаваться. Ну, где-то этот элемент в важных переговорах. Если будете использовать, увидите, что многие двери, может быть, и откроются. Возможно, это вот как раз этот факт, как бы проявление или одно из проявлений дипломатии – вам дает такую подсказку, чтобы смелее войти вот в подобный грот. И даже если вот этот холодный душ, может быть, это для вас как сюрприз, это вас удивит, мои дорогие, что ну надо же. А ведь на самом деле вот подобным образом многие вопросы намного проще, легче и без нервов решаются. Второй знак судьбы. Вот смотрите, тройка мечей. Есть какое-то разочарование, которое уже случилось. Это то, что вас, ну, совершенно никаким образом вы не можете с этим согласиться или когда-то там не могли согласиться. Конечно, это карта наших разочарований, внутренней боли, того, что мы изменить не можем, а тем не менее это уже случилось. Вообще, эта карта уже на сегодняшний момент выздоровления или, как я говорю, здорового равнодушия. Нам говорят о какой-то прежней ситуации, которую коренным образом переломить мы не могли. И вот теперь, через такое, знаете, как меняется наше отношение. Мы более спокойно видим это, мы понимаем уже, что, ну да, переиграть мы что-то не сумеем. И значит, мы становимся где-то сильнее, проходя такой очень сложный жизненный опыт. И на что мы вчера реагировали? Ну, где-то как вспыхивали. Или, зная особенности вашего характера, кто-то вас на эмоции мог легко вывести. А теперь это не сработает. Люди не получат этого импульса ответного от вас. Вот вы ко многим вещам начинаете относиться совершенно по-другому, нежели бы вы относились раньше. Может быть, к каким-то диалогам тоже. И ведь эта карта – это всегда тройка, карта будущего. Но вот, видимо, в ноябре вот такое, ну, переосмысление, может быть, какая-то перезагрузка. Вы видите, мои дорогие овны, реальность в другой плоскости. Вот правда. Вот этот холодный душ – это и есть, может быть, здоровое равнодушие, когда прежде бы меня это цепляло, а вот теперь как будто и нет. Теперь мне все равно. Есть из этой ситуации, которая тянется из прошлого, какое-то рациональное решение, именно рациональное и без нервов. Хочется узнать, это с чем связано. О, так у вас тут карта заслуженного успеха. Может быть, даже такая метаморфоза, то, что вам мешало прежде, теперь вам, ну, я не могу сказать с точкой помогает, но как опыт помогает железно, потому что мы становимся сильнее, это я сказала. Но какие-то произошедшие ранее события, которые для вас были очень тяжелые, болезненные, деструктивные, они для вас сложили новую точку отсчета. Ведь по шестерке мечей мы именно идем вперед. Это карта мужества. И овну мужество не занимать. Но это, знаете, какое-то более грамотное вложение собственных сил или приложение, ну, ваших ресурсов, умений, талантов, раскрытия. Для кого-то эта карта будет говорить о переезде, может быть так, и у кого-то это связано будет непосредственно с работой или, может быть, ну, с какими-то тоже сменами в вашей личной жизни, может быть, и желанием. Но все же по этой карте, знаете, искусство первого шага, когда мы отплываем от какого-то безжизненного берега. Но это и так аллегорически, от прошлого, по сути дела, где и таланты не раскроешь,
и ничего ты там уже не вырастешь, ни ценного, ни нужного, неприятного, понимаете? Мы уходим от каких-то разочарований, а вы это делаете, и я бы сказала, еще и на скорости. Карта даже может немножко останавливать. Будь осмотрителен. Искусство первого шага. Я часто говорю. Сделали шаг и остановитесь на какой-то момент. Не для паузы. Осмотреться нужно, отдышаться нужно, проанализировать. У нас сейчас время перемен. Меняется все вокруг. Меняется у людей, с которыми мы, может быть, даже долгое время имеем контакты, договоренности. У них жизнь тоже меняется. И меняется их мировоззрение. Нам еще предстоит, может быть, соединить мировоззрение наше и людское. Вот это тоже я не допускаю. Но кто-то из вас надумает пойти учиться, может быть, приобретать дополнительные навыки, скиллы, что-то изучать в сфере цифровых технологий, а мы ожидаем, что у нас будут меняться системы взаиморасчета. Могут нам, кстати, так вот, если на общемировую практику перевести, нам могут как раз до конца 2025 года уже что-то подобное и объявить. Или будут меняться какие-то вот именно системы цифровых технологий, а может быть, это и в принципе на более глобальном что-то уровне. Вам как вписаться нужно в какую-то новую реальность, и у вас ведь это получается. Это не будет очень быстро. Успех заслуженный. То есть он не сам по себе завтра или в течение ноября, а это когда мы планомерно все же его достигаем. Может быть, и, знаете, такой элемент, когда вы начнете учить языки, вот, кстати, а прежде об этом не задумывались. По шестерке мечей мы именно что-то начинаем, ну, знаете, как с чистого листа. Когда есть сила желаний, есть ваш интерес, но и, знаете, есть такие мудрые слова, они принадлежат Макс Фрай, да, я думаю, многим это знакомо. Когда ты чем-то увлечен, можно пропустить и апокалипсис. Вот что-то подобное у вас, потому что как будто сложно расстроить Овна. Вот самое главное, наверное. Ваша сила будет заключаться в том, что вас сложно выбить из колеи, потому что совсем недавно вы ну, как пережили или перенесли какое-то очень сложное разочарование. И, наверное, Овна можно удивить в ноябре месяце только чем-то добрым. А вот плохое вас уже не удивляет. У вас, мои дорогие, как панцирь. Но, видимо, этот панцирь необходим, потому что какую-то миссию вы должны будете выполнить. Для самих себя в первую очередь. Знаки судьбы. Ну, точно. Вот смотрите по башне. Ведь башня – это всегда олицетворение системы. Я только что сказала, что меняются перемены какие-то. Может быть, как общая обстановка, да, или общемировая. Какие-то позиции меняются. Приходят новости, да. Это то, что мы не можем изменить. И вот как раз структура, порядок тут тоже меняется по аркану башня. То, что вчера было для нас совершенно понятным, здесь тоже претерпевает изменения. Это может касаться пересмотра каких-то документов, мои дорогие. Может быть, вам придется переписать или заключить какие-то соглашения, контракты, может и брачные контракты у кого-то по работе, или расставить правильные акценты. У кого-то, правда, из вас проиграется, что ехать надо, и ехать достаточно быстро. Но я не могу сказать, что кто-то может и отправиться уже буквально в ноябре, потому что обстановка так требует, да, может быть, это как в разведку съездить, а может быть, это у вас получается. Ведь по этой карте прообраз башни когда-то старая тюрьма, которая уже дала трещину. И вот она теперь, эта трещина от попадания молнии, ну, разрушает вот эту конструкцию, будем говорить. И поэтому у кого-то это быстро будет, да, но это для вас открывает, опять же, какие-то возможности. У вас ситуация не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, или где-то близко к тому. Да, это будет, ну, не совсем легко, но, видимо, вы можете себя поблагодарить за свою настойчивость, за свой характер. Но тут больше концентрация именно на вашем благополучии. Не что-то там общемировое, да, или когда всем вокруг хорошо. Нет, тут есть какая-то, знаете, как узкая колея, когда вы для себя свое благополучие отстраиваете. Изучаете для себя, строите карьеру для себя. И значит, вы, знаете, так уже более на пару шагов вперед можете что-то просматривать. Но вы столкнетесь, это как знак судьбы, с событиями, которые вы, может быть, услышите в средствах массовой информации или, вот, как я говорила, нам будет объявлено. Но меняется, правда, как и
мироуклад, может быть, миропорядок, и вам предстоит еще адаптироваться, ведь это карта трансформации. Так, вот я хочу достать еще одну. В какой-то сфере жизни проиграется. Ну, я говорила, хоть камни с неба. Но дипломатия вот это ваше все, потому что как будто дверь вот эта, да, ведь дверей, посмотрите, закрытых нет. Единственная дверь, парка оно сила, и это карта вашей силы. Но это карта дипломатии, потому что от того, как наша прекрасная дева договорится со львом, откроются эти двери или останутся закрытыми. И лев– это страж дверей, он не чувствует агрессии от девушки, понимаете, мои дорогие? Вот такой знак судьбы, два старших аркана. Вы услышите, столкнетесь с какими-то внешними событиями, которые не вы инициировали, но вам проложить правильную траекторию или фарватер еще придется. Но это как укрепляется ваша сила, или это открываются новые возможности. Ладно, давайте будем с вами смотреть, что же скрыто, чего вы не видите, а это случится. Учиться придется, мои дорогие. Принцесса Пентаклей так и называется. Прилежная ученица. Ну, десятка чаш. Семья, любовь, радость, дом, может быть, или вопросы, которые вы решаете по части дома. Кто-то из вас, может быть, и друзья, да, или вот по шестерке чаш идет иногда ностальгия. Но для кого-то это могут быть пересмотр долгой дружбы, длительных взаимоотношений, партнерских взаимоотношений. Мы как будто учимся по-новому. Эта карта может говорить даже, правда, мы можем помириться. Но вот тут личная история, мои дорогие, она для вас и, я бы сказала, финансовая история, точно. Она, ну, это как ваше все или это самый главный пункт нового отчета, потому что есть возможности, и от того, как вы действительно договоритесь, будут зависеть какие-то очень важные, знаете, как качество жизни или очень важные моменты, которые касаются вашего благополучия, причем в материальном эквиваленте. Я бы сказала даже так. Давайте, ну правда, любовь, мои дорогие, смотрите. Ух ты, как интересно. Вот я уже даже не знаю, а зачем же нам доставать второй ряд карт, о котором я сказала, ну, как все образуется или к чему все идет. Вот посмотрите, мы чему-то учимся, правда. Видимо, элемент обучения, он совершенно необходим. И у кого-то это новые навыки, когда, может быть, и профессия, та, которая не требует буквально долгого обучения, годами, а когда за несколько месяцев вы получаете ремесло, вам как будто это вот что-то новое совершенно необходимо. И тут у каждого может быть по-разному. Кто-то может учиться для того, чтобы уметь водить автомобиль и получить права, это вам необходимо. Кто-то будет учить языки, да, может быть, вам это необходимо. Кто-то будет изучать, ну, может быть, и компьютер или вот эти технологии. Кто-то может, ну, приобретать ту профессию, ну, к примеру, парикмахер там, да, ну, что у меня первое в голову приходит, я к чему, что мы ведь можем это за несколько месяцев приобрести, этот навык. И потом, в какой бы точке мира мы ни оказались, мы имеем эту профессию, и значит, без куска хлеба мы не останемся. То есть для денег обучение необходимо. Или разобраться, как работают какие-то новые системы цифровые, где вы чувствуете, ну, так мои знания пролоббируют. Но и во главе, наверное, или в центре ваших интересов дом, семья, личная жизнь, сам по себе достаток по максимуму. И все же есть те персоны, с которыми нужно продолжать контакты. Я тут вижу, ну, наверное, большинство из вас может даже прийти к выводу, что какой-то человек, пусть вы прежде, ну, не договорились, а вот здесь вы можете и сами что-то. Хотя я не исключаю, что и человек будет как бы двигаться, да, по направлению к вам. Тогда вы будете откликаться именно потому, что вы видите, ну, какую-то ценность или ваш интерес. Ну, так или иначе, любовь. Шестерка пентаклей– карта финансового успеха, а также помощи высших сил. Какой-то его величество удачный случай. Вот это я уже не повторяю, но где-то я об этом говорила. Ну и карта мага. Карта мага достаточно холодная карта. Это практика. Это не про магию. Это не про то, что нам, как вы знаете, насыпали в ладони звезд каких-то. Нет. Тут именно сдержанность. И вот, кстати, карта силы и карта мага. Энергии одинаковые.
И у кого-то из вас это союз двух сильных людей, которым сложно договориться. С простыми неинтересно, а сильные люди, ну, это всегда сложные отношения. Но здесь любовь, семья, мои дорогие, и какие-то общие планы, когда вы буквально сила, каждый сам по себе сила, а вдвоем это, ну, что-то очень грандиозное, мои дорогие. И, может быть, вам предстоит вот эти вот беседы или какие-то компромиссы искать, но вам самим как будто этого захочется, потому что вы видите смысл, да и высшие силы помогают. Ладно, все-таки мы с вами достанем еще несколько карт, как к чему это все идет, или что прояснится, хотя нам тут уже рассказали, но какую-то все же заключительную карту мы должны достать. Да, десятка пентаклей, мои дорогие. Очень добрый период, ноябрь, а я бы сказала еще и на декабрь, но это я так вижу, можно не соглашаться. Декабрь, знаете, он не принесет чего-то нового, за исключением новостей. Но к этому надо быть готовым. Как и до конца 2025, поверьте, еще в 2026 нас вот это время учит правильно относиться к информации. Если прежде мы услышали новости сразу, ну надо же, все, мы сразу включаемся в какое-то дело. А теперь нет, мы реагируем на это совершенно по-другому. И первая мысль, ага, дай-ка я проверю. Истина где-то рядом. Вот правильная работа с информацией для вас будет, знаете, очень важна. Почему? Чтобы избежать ненужных телодвижений или включения в те процессы, куда вам не нужно. Поэтому я не рассматриваю информационный поток как какую-то преграду. Это просто мы меняем к этому отношение. Но в целом сказать, что что-то тут кардинально изменится, нет. Скорее мы с вами увидим завершение тех процессов, которые были, ну, как сильными мира сего, запущены ранее. И постепенно, шаг за шагом, вот знаете как, но палитра новой истории будет открываться для наших глаз. Но наша-то задача в центре, наше благополучие. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю за ваши искренние комментарии, мои дорогие. Благодарю за вашу душевность. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.